Приветствую вас на канале Техревизор. На 2024 год процессоры в бюджете от 10 до 20 тысяч рублей в принципе можно считать народными. Так сказать, варианты для простых смертных людей, которым нужно просто поиграть после рабочего дня, поработать в таблицах, браузере, специальной программе или наоборот поиграть на адекватных настройках графики, чтобы была хоть какая-то детализация и качество. Хотя некоторые процы из этой подборки вполне подойдут и для сборок потяжелее. Например, для монтажа, работы с массивными файлами, 3D-рендеринга и всего такого. В общем, я отобрал 6 разных моделей от Intel и AMD. Сейчас расскажу о каждом подробнее, с цифрами и тестами, а вы уже сами выбирайте камень под свои задачи. Чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы, а с вас лайк и подписка на канал. Ну что, поехали! На 6-е место топа я поставил Intel Core i3-13100F. Самый дешевый процессор во всем рейтинге, простой четырехъядерник предпоследней 13-й версии. Устанавливается на современный сокет LGA1720. Новее этого сокета пока ничего нет. Хотя Intel уже по чуть-чуть выкатывает свой 1851 на конец этого года. Но пока нам это ничего не дает, так как новый сокет все равно потребует времени на обкатку, выявление багов, лагов и прочих неприятных историй. Поэтому будем идти уже протоптанной дорожкой. Проц построен на базе 7-нанометрового транзистора. Это не ключевой момент, но свое небольшое влияние имеет. Его достаточно, чтобы 4 могущественных ядра выдавали свой максимум при выполнении простых бытовых рабочих задач, в какой-то степени даже игровых. Плюс повышенная тактовая частота. Минималка 3400 МГц, в бусте 4500. И еще поддержка оперативки DDR5. Все это в совокупности не требует какого-то особенного охлаждения, так как ТДП держится в районе 58 Вт. Самую типичную воздушку ставите и все. Ну и давайте посмотрим, что можно выжать из этого i3. В Cinebench R23 в мультиядерной нагрузке набрал 17 тысяч баллов. Для сравнения, i9-13900K набирает 38 тысяч баллов. 3D Mark показал 3000 баллов, в то время как i9 — 13 тысяч. В тяжелых прогах для рендеринга и 3D-графики по типу Blender, Corona, V-Ray i3 занимает практически последние позиции среди конкурентов от Intel и AMD. В игры особо углубляться не буду, просто уточню, что i3-13100F — это пропуск Full HD на около средней графики в зависимости от тайтла. В общем, уверенный камень начального уровня на новой платформе, который даст хорошую эффективность даже в следующие несколько лет. 5-е место топа я решил отдать AMD Ryzen 5 5600. Народный процессор уже какой год кряду. Тем не менее, на 2024 год это уже более возрастная AM4 платформа, если сравнивать с LGA 1720. Да даже 1220. Ну и в 2024 году поставить такой проц вообще не стыдно. Он действительно будет способен на многое на протяжении следующих лет. А по цене такая сборка выйдет дешевле в целом. Кстати, эта пятерка стоит плюс-минус тех же денег, что и прошлый i3, поэтому самое то для бюджетной сборки в этом году. 6 ядер, 12 потоков. Уже не 4, поэтому по сути с тем Intel его не то чтобы правильно сравнивать. По частоте тут минимум 3500 МГц, максимум 4400. Что понравилось, эту Рязань можно легко подразогнать. Хотя большинство вряд ли этим когда-то будет заниматься. Но имейте в виду, что потенциал можно немного подраскрыть при желании. Но тогда и ТДП увеличится. Базово тут слабенькие 65 Вт. От этого и отталкивайтесь. В тесте рассмотрим все то же самое. Тестовый стенд подобран такой, чтобы не создавать препятствий процу и по полной прогнать его. 3D Mark в сравнении с i3-13100F показал 19 тысяч баллов. Серьезный прирост. В Cinebench R23 наоборот 10 тысяч баллов. Это говорит о потере эффективности в ядрах. Все-таки и платформа постарее, и технологии послабее. Но приятно то, что с таким процом можно уверенно запускать даже Cyberpunk Full HD на высокой графике и получить около 80 FPS. В Assassin's Valhalla 120, ну и плюс-минус столько же в Forza Horizon 5. Так что есть еще порох в пороховницах. И это на фоне современных конкурентов. За это мне до сих пор и нравится Ryzen 5 5600. 4-е место рейтинга за Intel Core i7 11700F. Еще один старичок, но уже для тех, кто Ryzen на дух не переносит.
Ну мало ли у кого там какие предпочтения, на вкус и цвет все процессоры разные. Устанавливается такой i7 в предпоследний LGA 1200. И хоть платформа действительно не самая старая, 2020 год все-таки. Сам процессор создан на базе 14-нанометрового техпроцесса. Само собой, это вообще немногое решает, иначе бы Ryzen со своими 5 нанометрами рвал бы всех и вся на своем пути. Но в действительности этот показатель имеет смысл, так как влияет на скорость вычислений напрямую. Чем меньше эта цифра, тем больше транзисторов вмещается на площади процессора. Соответственно, тем больше эффективности на выходе. Такая логика. Причем этот i7 вообще не такой бюджетный, как прошлый R5. Ну а когда восьмиядерники стоили дешево? Тут мы упираемся в потолок бюджета – 20 тысяч рублей. Ну и получаем приличные показатели тактовой частоты – от 2,5 до 4900 МГц. В идеале бы еще, конечно, чтобы проц можно было легко разгонять, но этот не зря имеет свой индекс F на конце. Правда, он означает то, что процессор не имеет видеоядра, поэтому в сборке обязательно нужна видюха. Тесты показали интересный момент по ТДП. Вообще заявлено 65 Вт, но при сильной многопоточной нагрузке ТДП легко доходит до 200. Это не обман и не лукавство со стороны Intel. Все так и должно происходить. Просто имейте в виду, что ставить самую дешевую башню из-за красивой цифры 65 не стоит. Тем более, если вы будете гонять ПК в тяжелых прогах и играх. Собственно, для чего и нужен такой восьмиядерник. Тройку лидеров открывает Intel Core i5-13400F. И вот это уже довольно свежий проц с современными ядрами 13-го поколения. Да еще и целых 10 штук. Чуть ли не уникальное предложение на рынке в бюджете до 20 тысяч рублей. Но только на первый взгляд. Копнув глубже, оказывается, что полноценно производительных ядер 6, остальные 4 энергоэффективные. Грубо говоря, для поддержания штанов. Да и построены они скорее на базе прошлого Elder Lake поколения. В общем, расходимся, хита не будет. Но и положительные стороны у этого процессора есть. Не зря же он в рейтинг попал. База по техпроцессу у него понятная, без подводных камней, честные 10 нанометров. Диапазон тактовой частоты не нонсенс, но тоже вполне приличный. На расслабоне работает при 2500 МГц, а в максимуме может набрать все 4600. Нагляднее об i5-13400F расскажут тесты. Опять же, тестовый стенд состоит из железа, которое никак не будет ограничивать процессор. Чтоб все чисто было. В уже знакомом бенчмарке 3D Mark i5 показал себя по-разному в тесте на сингл и мультикор. В одноядерном режиме он вообще никак не выделился среди конкурентов, а вот в многоядерном его 10 ядер вывели вперед. Во всех тяжелых прогах он вообще не ударил в грязь. Находился в первой четверке и при тестах в V-Ray, и в Photoshop, и в Blender. Но при этом и не занимал первую позицию. Все-таки его конкуренты в лице Ryzen 5 седьмого поколения и других i5 выдают немного больше производительности. В играх ровно та же ситуация, поэтому неважно, присматриваете вы этот проц в игровую или рабочую сборку. В любом случае получаете полностью уверенного в себе середнячка. На втором месте AMD Ryzen 7 5700G. Специально добавил его в рейтинг для тех, кто собирает ПК или ищет процессор, не имея видеокарты. Индекс G говорит о том, что проц имеет графическое видеоядро. Причем довольно-таки приличное – Radeon Vega 8. Оно вполне заменит самую простую и бюджетную видюху-затычку тысяч так за 10-15 рублей. Так что можно для начала собрать ПК на одном лишь процессоре, беспрепятственно играть, работать, а уже в процессе копить, чтобы сразу купить и поставить серьезную видеокарту. Но учитывайте, что этот Ryzen 7 делали под AM4 сокет. То есть он не подойдет вам, если вы хотите собрать систему на долгие годы вперед. На длинную дистанцию в пару-тройку лет без вопросов, но даже на AM5 сложновато представить 6-летнюю эксплуатацию без лагов и тормозов. Хотя, если говорить о простых рутинных задачах типа посмотреть фильм, полистать соцсети, позалипать в мессенджере, то можно и все 10 лет сидеть. Но мы-то говорим о хотя бы каких-то полезных действиях. У проца 8 ядер, тут без всяких путаниц, все производительные, все отрабатывают по максимуму, выжимая от 3800 МГц в расслабленном режиме и до 4600 при нагрузке. Потребление энергии и выделение тепла не требует отдельного гемора с подбором водянки и какого-нибудь супер навороченного кулера. Достаточно просто хорошего качественного кулера, который действительно рассеивает тепло. Если для вас этот вопрос актуален, то у нас на канале можете глянуть топ-10 лучших кулеров для процессоров.
Так хотя бы немного поймете рынок и направление, в сторону которого нужно думать. Ну и первое место рейтинга я ни минуты не сомневаясь отдал AMD Ryzen 5 7500F. Вот как только мой взгляд пал на него, так сразу понял, кто займет первую строчку. Как по мне, это действительно, если не лучший, то один из лучших процессоров за 20 тысяч рублей для ПК на 2024 год. Ну, во-первых, AM5 – последнее поколение платформы AMD со всеми своими наворотами в лице хотя бы того же техпроцесса всего в 5 нанометров. Между прочим, единственный вариант из всего рейтинга. AM5 бояться не стоит. Годом ранее цены на материнки под этот сокет кусались и злостно скалились, но сейчас целый сетап из проца, материнки, оперативки и кулера будет стоить более реальных денег. Но и все это определенно не зря. Если вы собираете комп с желанием как можно дольше никогда к этому больше не возвращаться, то AM5 то, что нужно. Порадовало, что здесь не намудрили с ядрами. Как поставили 6, так и стоит 6 производительных ядер без всяких маркетинговых уловок. Плюс к тому работают они на реально высокой частоте, от 3700 до 5000 МГц. Тем более, что практически одним взмахом руки можно разогнать проц и получить 5200-5300 МГц. Цифры довольно серьезные для такого бюджета. Впрочем, благодаря цифрам этот процессор и стал лидером во всех возможных тестах, и в синтетических, и в игровых, и в приложениях. В основном он делит его со своим старшим братом Ryzen 5 7600X, до которого, кстати, вообще не трудно дотянуться вот таким слабеньким разгоном до 5200 МГц. Поэтому даже переплачивать не придется. В общем, потенциал у процессора приличный, эффективность около максимальная за свои деньги. Поэтому он полностью достоин первого места. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала Техревизор.